Hi, good morning, everybody, to this TWR Facebook Live. So I'm very happy to be here this morning. Hope all of you are doing well. So this morning is a question and answer for your eternal body. So I just wanted to say maybe a few minutes of overview, especially those who are first time listening to this Facebook Live. We are talking about you are not your pain, you are not your problem, you are not your challenges, you are not your conflict, but we identify with that. When we identify with those, we get very stuck and we feel suffocated. We feel we are not breathing enough, we are not И мы чувствуем, что мы недостаточно дышим, недостаточно ясно видим вещи. Мы строим проекции на основе этих страхов, боли, и создаем целый мир на основе такого представления о своей личности. Итак, если вы не являетесь своей болью, то следующий вопрос, кто вы? Я говорил, что вы обнаруживаете свое вечное тело, и кем вы на самом деле являетесь, это, в принципе, чистое пространство и чистое осознание. То есть вы являетесь чистым пространством и чистым светом. Итак, что это означает? Чистое пространство и чистый свет. Традиционно мы говорим пустота и ясный свет. Так, пустота — это чистое пространство, ясный свет — это чистое осознание. Итак, вы являетесь вот этим чистым пространством и чистым осознанием. И вопрос на самом деле здесь в том, можете ли вы действительно это чувствовать? Можете ли вы это чувствовать? Так, я сейчас хотел попросить бы вас всех, я бы хотел вас всех попросить сейчас, в данный момент, спросить, с кем вы отождествляетесь сегодня или с чем? Являетесь ли вы, как вы себя чувствуете сегодня? То есть, какое сегодня ваше восприятие себя? Вы это осознаете? Каковы эмоции и чувства, которые вы переживаете в данный момент? Если вы не осознаете свое восприятие себя, то, может быть, легче осознать эмоции, которые вы чувствуете в данный момент. Если вы не способны почувствовать свои эмоции в данный момент, то, может быть, вы можете посмотреть на то, что вы говорите, что вы делаете. Может быть, вы увидите что-то в своем поведении, заметите. И вот это чувство себя, я думаю, что очень важно здесь. Вот если посмотреть на свою жизнь, когда бывают такие моменты, когда вы действительно чувствовали себя очень хорошо? Когда вы действительно чувствовали себя счастливыми? То есть это такие моменты, не когда вы что-то много делаете, но вы очень открыты тому, кем вы являетесь, тому, как вы себя чувствуете, открыты тому, что вы делаете, тому, что происходит в ваших действиях, когда вы открыты. Во всех этих областях, когда вы это чувствуете, когда вы чувствуете связь со всеми этими областями, вот тогда вы счастливы. Когда вы чувствуете себя грустными, когда вы чувствуете боль, это когда вы ощущаете себя не открытыми тому, кто вы,
когда вы не открыты своим чувствам, когда вы не открыты своим мыслям. То есть вы смотрите на что-то не с открытостью, вы что-то делаете, но вы этому не открыты. И что происходит ограничено, потому что то, что происходит, зависит от того, от степени открытости этому. И вот обо всем этом мы немного говорили на прошлой паре занятий. И сегодня я хотел бы начать с одного из вопросов от слушателей. Это вопрос от Донны Эллиот. Итак, как я When basically Donna is saying that when Донна говорит, I am feeling very helpless, когда я чувствую себя беспомощным в мире, который стал безумным, some sense we know what she is может быть, referring to. мы в каком-то смысле понимаем, о чем она говорит. Я знаю, что многие из нас, наверное, чувствуют себя похожим образом. В принципе, то есть у нас-то есть такое чувство неопределенности. То есть нас шокируют какие-то политические события, политическая ситуация, нас волнует нестабильность, которая происходит в стране. Вот что мы, в принципе, чувствуем, это вот неуверенность, неопределенность. Наверное, отсутствие безопасности, сомнения. Вот это эмоции, которые мы переживаем. И в каком-то смысле, если посмотреть на это внимательнее, я думаю, что это очень важный вопрос, наверное. И среди всех вопросов я хотел бы на него дольше ответить. Давайте посмотрим, как мы себя чувствуем в данный момент, на свои чувства посмотрим, на свои чувства неопределенности, неуверенности. Мы чувствуем неуверенность, потому что есть многие неопределенные ситуации в мире, в стране. И можно также чувствовать, что вот эта неопределенность возникает из множества злости, может быть, это вызывается страхом, а затем злость, а затем действия, вытекающие из злости, затем эти действия производят много неуверенности, неопределенности, также на высоком уровне правительства, где принимаются важные решения. То есть люди, на которых влияют эти решения, также это чувствуют. Итак, вопрос, что мне делать? Наверняка, по крайней мере, что мы должны постараться сделать, это не подпадать под влияние этих страхов, то есть не погружаться в этот страх, не погружаться в эту злость. Потому что если вы чувствуете себя, чувствуете страх, злость, и если вы действуете на основе этих чувств, из страха и злости, то тогда вы никак не отличаетесь от тех, на кого вы злитесь. Я повторю еще раз. Если вы чувствуете страх, и вы чувствуете злость, затем вы действуете под влиянием этих чувств, страха и злости, то вы ничем не лучше, чем то, относительно чего вам кажется, что там что-то неправильно. Я не говорю, что не нужно предпринимать действий, я не говорю, что не нужно ничего делать, но нужно стараться делать как можно больше из этого пространства, из священного пространства, из осознания. Когда вы открыты, то вы видите больше, что вы можете сделать, лучше, что вы можете сделать. И в некоторых случаях это поможет вам даже осознать, чего не делать, чего не нужно делать. Когда вы лучше осознаете, когда вы чувствуете больше тепла, то вы также знаете, что делать. Или как сделать лучше. Или чего не делать. Также. Потому что из сострадания иногда мы видим, что можно оставить все как есть и доверять более широкой картине, коллективному разуму, разуму Вселенной.
есть какие-то вещи большего масштаба, больше изменений, которые происходят, и мы видим лишь небольшой фрагмент этих изменений, и можно просто надеяться, что к чему-то хорошему это все-таки приведет вот все эти изменения. То есть, если какая-то более высокая или широкая цель. Вот я иногда сам пытаюсь смотреть на вещи так, и это порой помогает. Я думаю, что очень важно видеть, что мне делать, что я делаю. Что нужно стараться делать, это осознавать страх, осознавать неуверенность, неопределенность, и понимать, что это просто мысль, чувство, эмоция. Осознавать покой своего тела, осознавать безмолвие своей речи, осознавать пространство своего ума, но чувствовать достаточно глубоко эти покой, безмолвие и пространство, и чувствовать более глубокую связь с самим собой, со своим вечным «я», а не со своей болью. Когда вы чувствуете более глубокую связь с этой открытостью, с сознанием вас, то из этой открытости, осознания смотрите на свой страх, на свою злость, на свою неуверенность, на чувство неуверенности, и тогда вы дарите своему страху, злости такое широкое, теплое, любящее объятие. И когда вы это делаете, то постепенно вы сможете чувствовать, что вот эта злость и страх растворяются сами. Когда вы видите, что это прекращается, то вы почувствуете открытость, вы почувствуете осознание, вы почувствуете тепло. И вот это то, чем вы являетесь. Вы не являетесь этим страхом, этой злостью, но вы являетесь этой открытостью, вы являетесь этим осознанием, вы являетесь этим теплом. Вот сейчас, когда я говорю, я надеюсь, что у вас появляются проблески переживания, проблески опыта, ощущения этого пространства, чувство вот этого осознания, чувство тепла. Союз пространства и осознания – это и есть вечное тело. Вы являетесь этим вечным телом. Вы являетесь неразрушимыми. Вы являетесь неизменными. Чувствуете вот такую уверенность в этом священном пространстве. Это поможет вам превзойти, преодолеть вот эту неуверенность, которую вы переживаете сейчас в нашем мире. Вот что я бы порекомендовал. И, конечно, еще раз, я не имею в виду, что люди скажут, я не хочу просто сидеть в этом пространстве тепле и осознания, я хочу что-то делать. Конечно, если вам кажется, что что-то правильно сделать, то хорошо это делать. И нужно обязательно это делать. Но если вы не действуете на основе чистого страха и чистой злости, когда вы чувствуете чистую злость и чистый страх, то вы должны быть способны взглянуть на себя и применить практику, и затем предпринимать действия из гораздо более открытого места, из места осознания, сострадания и доброты. Вот тогда в этом ваша сила, это непоколебимая сила. И вот это место, где вы найдете гораздо больше уверенности, и вы можете делать то, что вы делали, планировали делать, и тогда вы сможете принести гораздо больше пользы. И это будет полезнее также и для вас самих, и для общества. Итак, еще один вопрос. Пентек or soya. Sorry, I don't. Maybe not pronouncing the right. Может быть, неправильно произношу. Простите. But the question is. Вопрос такой. Sorry, the question there I will go down to. Okay, let's say that's fine. So that question is, does that empty, pure space
Пустое чистое пространство. Пустое чистое пространство. Похоже, что он хочет спросить, то есть существует ли вот это чистое пустое пространство, то есть место, где мы отдыхаем после творения страха и злости, где мы отдыхаем, погружаемся в это пространство, вот это пустое пространство существует? Конечно. Простой вопрос – да. Простой ответ – да. И, может быть, слово «пустое пространство» существует, или пустое пространство самой боли существует, пустое пространство страха боли существует, пустое пространство отождествления с болью существует. Конечно, это пространство существует в том смысле не как пустое, но как пустое при отсутствии самой боли и присутствие полного «я». Может быть, важно понимать, в слове «пустой» кажется, что это негативное слово. Но если подумать, пустой в смысле отсутствия, отождествления с болью, пустой от чего-то, пустой от боли, пустой от злости, пустой от страха, тогда это означает, что это пространство не пустое. Это пространство совершенное, это пространство совершенное своей любовью, уверенностью, надеждой и всеми 10 праджня-парамитами. Вот это пустое пространство не только существует, но это пространство совершенства. И вот поэтому в учении Дзогчена мы говорим о великом совершенстве Дзогчен. Дзогпачемпо означает буквально великое совершенство или великая полнота. Полнота означает, что все просветленные качества в совершенстве присутствуют, все праджня-парамиты доведены до совершенства. И вот эта пустота не пустая, эта пустота, она не только существует, она существует с полнотой, во всей полноте. И когда мы осознаем, каждый раз, когда мы устанавливаем связь с этим пространством или пустотой, я предпочитаю использовать слово «пространство» с точки зрения Дзогчена, а не «пустота». И вот это пространство не только открыто, оно также совершенно в смысле того, что оно наделено всеми качествами, и любой, кто способен обрести доступ к этому пространству, вы обретаете доступ ко всему вашему потенциалу, и вот там мы обнаруживаем все наши качества, и очень важно обнаружить эти качества, потому что очень часто люди способны опустошить что-то, но не обязательно они способны осознать эту пустоту, и не обязательно они способны полностью сознательно обрести доступ к этому пространству. И когда вы не способны полностью сознательно обрести доступ к этому пространству, тогда вы не имеете доступа к этому потенциалу, вы не обретаете доступ к этому потенциалу и не обнаруживаете качеств. Вы не чувствуете живости, вы не чувствуете, у вас прибавляется энергия, у вас возникает как бы такое чувство тупости или потерянности в этом пустом пространстве. Если есть тупость и потерянность в этом пустом пространстве, тогда вы впали в опыт нигилизма. Это такое тогда темное, негативное пространство, и туда не нужно падать, а вы хотите почувствовать светящееся, совершенное пространство. И вот это очень важно, я думаю. И следующий вопрос от Рена. Рена Симонян. Надеюсь, что правильно произношу. Как справиться со своим страхом успеха? Как справиться со своим страхом успеха? Или как преодолеть страх успеха? Итак, дело в том, что не так важно привязываться к успеху. Не нужно слишком вводиться в ловушку идеи успеха. Нужно оставаться открытыми и быть осознающими вот эту открытость. Если должен появиться успех, то он проявится.
принципе, преодоление страха, успеха, это означает узнать вот этот страх, когда он появляется, и это как упражнение, когда мы повторяли довольно часто, как справляться с этим. Я думаю, что практики всегда одни и те же. Вы глубоко погружаетесь в покой, безмолвие, пространство в своем теле, речи и уме. И когда вы чувствуете достаточно глубокую связь с собой, когда вы чувствуете достаточно глубокую открытость и осознание, тогда через это, через эту открытость и осознание, вы смотрите на этот страх прямо. И вот это очень важно. Потому что очень часто мы замечаем страх, но мы не знаем, что с ним делать. А страх ясно знает, что делать с вами. Он разрушает вас, он становится вашим препятствием, он становится преградой для вашего успеха. Итак, чего не нужно делать? Обычно, чего мы не делаем, мы не способны видеть страх из правильного пространства, из правильного сознания. Для того, чтобы преодолеть, освободить, превзойти страх, нам нужно смотреть на него из правильного пространства и из правильного осознания. И как только вы увидите его из этого пространства и из этого осознания, вы немедленно почувствуете изменения в этом страхе. Например, вы сможете сидеть этим страхом, вы сможете улыбнуться этому страху, вы сможете посмеяться над страхом, вы сможете поговорить, открыто поговорить со своим страхом, вы сможете поучить свой страх, вы сможете направить свой страх, или даже вы можете вообще не обращать на него внимания. То есть что-то происходит, и это не что-то такое важное, и можно в это вообще не вовлекаться, и тогда страх мгновенно самоосвобождается. Вот эта идея самоосвобождения. То есть страх освобождается сам собой, без каких-то ваших усилий. И это происходит только потому, что вы видите его, смотрите, видите, воспринимаете на основе такого взгляда. То есть перерабатываете его на основе медитации, принимаете его в этом тепле, и вот как нужно справляться со страхом. Это одноразовый такой процесс. Я всегда привожу пример. Если я боюсь посмотреть на что-то, например, на ядовитое насекомое, и вот я боюсь, например, и я чувствую волнение в теле, в дыхании, в уме, и я проецирую много всего, и я думаю, что вот это ядовитое насекомое, и я делаю всевозможные вещи, которые абсолютно нет необходимости делать, но я не очень ясно могу видеть, у меня нет ясного видения. И затем я надеваю очки и вижу, это не насекомое, а это просто камень. И в этот самый момент я вижу истину. И вот это видение истины устраняет все мои проекции и страхи мгновенно. В этот самый момент страх проходит, в этот момент я нахожу связь с самим собой. И вот что происходит. Я думаю, что очень важно вопрос момента неуверенности, который мы чувствуем, когда нас беспокоит вся ситуация в мире, и также каждый индивидуально чувствует себя немного. Когда что-то хорошее начинает происходить с вами, вы можете страшиться этого. More comfortable with the familiar hell и мы более знакомы, более удобно со знакомым адом, чем с незнакомым раем. И если что-то хорошее происходит в вашей жизни, вас это может страшить, да, потому что это вам не знакомо, а вам больше знакомы ваша боль, ваши условия, которые были у вас долгое время, и вы слишком знакомы с этими ситуациями,
даже если они болезненны. И вы все-таки предпочитаете застревать в них, чем заниматься незнакомыми для вас бесконечными возможностями. Итак, нужно иметь больше доверия к себе, больше доверия к этому пространству, священному пространству. И у вас должно быть больше доверия к внутреннему осознанию, свету, внутреннему теплу. И с этим доверием вы делаете небольшой шаг вперед в направлении неведомого мира, бесконечно возможного мира, к этому прекрасному, совершенной динамической энергии мира. Вот что я бы порекомендовал. И давайте начнем с небольшой медитации из той же области. Я бы хотел, чтобы вы сейчас сели поудобнее. Breathe deep Глубоко дышите. Сделайте 5 глубоких вдохов и выдохов. 2 раза дольше, чем обычно. При этом не напряженно, но пусть ваше дыхание будет комфортным. И с каждым выдохом выдыхаете страх успеха, выдыхаете неуверенность, которую чувствуете, связанную с ситуацией в мире или в своей жизни. Осознавайте их и выдыхайте. И далеко выдыхайте. И в конце выдоха еще больше выдохнуть, и это тоже выдохните. То есть все выдохните. И на некоторое время остановитесь после этого и повторяйте это как минимум, повторите это минимум 5 или 7 раз. Или же продолжайте это делать. Но также осознавайте, если вы это продолжаете делать, по мере того, как я веду медитацию, осознавайте, что вы не одни, у вас есть поддержка от меня, от киберсанги, и вас поддерживает ваша местная санга, вас поддерживают ваши друзья. И вот это чувство открытости другим моментально дает вам больше поддержки, больше силы. Each breathing, you are breathing out. С каждым дыханием, когда вы выдыхаете страх успеха, the feeling of uncertainty, чувство неопределенности, неуверенности, the identity of pain, отождествление с болью, current one, the one которая есть у вас сейчас, и actually experiencing this moment in your life. С теми видами боли, которые вы сейчас переживаете, это не какая-то теория или идея, не какая-то просто история. Real experiences, реальные переживания in real life, в реальном времени. So just breathe them out. И выдыхайте их каждый раз, да, вы чувствуете, что появляется немного больше ясности, и вы чувствуете немного больше пространства, вы чувствуете немного больше пространства, потому что вы освобождаетесь от этого страха успеха, то есть вы завоевываете пространство у этого чувства неуверенности, и чувство неуверенности выходит вместе с выдохом, и через свое осознание вы добиваетесь устранения, и
благодаря практике вы получаете поддержку. As these experience of uncertainty, Когда это fear, pain, переживание identity, неуверенности, страха, разрешения с болью or feel входит, opening, as you feel когда вы openness, чувствуете открытость, be aware of that. осознавайте это. Before your thoughts, your grasping minds are stuck in those fears, pain, Раньше ваши мысли, identity, ваш хватающий ум they are gone застревали в or they are этих going. Be aware в этом of размышлении с that болью. space now, И теперь, когда они уходят, осознавайте это unfamiliar пространство, space. незнакомое пространство. Be alert, be awakened, Будьте бдительны, be aware, бодрствующими, connect, осознавайте, be устанавливайте conscious связь, будьте сознательными, of that space. осознавайте это пространство, That openness, эту открытость, indestructible space, неразрушимое пространство, unshakable space. непоколебимое пространство. Nothing can destroy this. Ничто Nothing can не change может его this. разрушить или изменить. Nothing can affect this. Ничто не может на него повлиять. It's stable, Оно grounded, стабильно, centered. Being aware of this, в центре. Когда вы you осознаете это, will feel that вы будете чувствовать changeless confidence. эту неизменную уверенность. You will gain that confidence. Вы обретете такую уверенность, You will gain that вы обретете надежду, you will gain вы обретете and realize that и постигнете kindness, вот эту доброту, warmth. тепло. So just be aware Просто осознавайте of the meditation, as I'm saying, во время медитации, когда я говорю, that you are feeling that вы way. чувствуете вот таким образом. You are not that fear. Вы не являетесь страхом, You are not that pain. вы не являетесь болью, You are not that uncertainty. вы не являетесь той You are неуверенностью, not that situation. вы не являетесь той ситуацией, You are this unbounded вы являетесь space. этим безграничным пространством, You are indestructible. вы неразрушимы. You are this power. Вы являетесь такой силой. You are this light. Вы являетесь этим светом. You are this awareness. Вы являетесь этим осознанием. You are the compassion, Вы the joy, являетесь the состраданием, love that радостью, you're любовью. experiencing in that sacred space, Вы их in that переживаете awareness. в этом священном пространстве, в этом This осознании. compassion, Это this сострадание, kindness, this это warmth доброта, are это genuine тепло manifestation является of that sacred подлинным space and проявлением awareness.
этого священного пространства и осознания, и нет ничего, кроме вот этого чистого пространства. Они не что иное, как это чистое пространство и чистое сознание. Они не что иное, как это небо и этот свет, но они проявляются как динамическая энергия любви и сострадания. И вот эта динамическая энергия обладает важной ролью в мире. Вот эта динамическая энергия играет очень важную роль в вашей жизни. Это сострадание будет говорить, сострадание будет действовать, это сострадание будет менять мир. Если вы доверяете этому пространству и силе этой открытости, если вы доверяете этому проявлению, которое возникает из этого пространства и осознания, и вы доверяете действиям, которые вытекают из этого сострадания, любви и радости, потому что это то, кем вы являетесь. Не забывайте. И чувствуете, что я вас поддерживаю, мы все друг друга поддерживаем. И есть большая поддержка для вас, большая поддержка, чем вы можете знать. Okay. So just some little conclusion here. Небольшое подведение итогов. Вот это чувство. Я знаю, что есть много еще вопросов. Я думаю, что трудно успеть на них всех ответить. Если на них всех отвечать, то у нас не останется времени еще немножко для практики. Я думаю, что важно делать практику вместе и чувствовать поддержку. Я скажу одно. Если мы делаем практику вместе, в прямом эфире, коллективно, то в этом есть гораздо больше силы, чем если вы делаете практику индивидуально. И особенно в те моменты, когда мы чувствуем себя немного неуверенными, слабыми, вот тогда нам нужна поддержка друг друга. И красота этого в том, что интернет, у нас есть сейчас эра интернета, и нам не нужно действительно куда-то приезжать, далеко куда-то ехать для того, чтобы установить связь друг с другом. Вот прямо сейчас, в данный момент, мы связаны друг с другом. И сила этой коллективной практики, сила этой живой практики вместе невероятна. Я очень счастлив, что я могу делать это со всеми вами, и, конечно, я буду и дальше продолжать. Я хотел бы услышать комментарии от вас. Я знаю, что прежде всего хочу поблагодарить многих людей, сотни людей. Вот здесь сотни комментариев приходят. Наверное, может быть, пару я пропустил, но я читал почти все эти комментарии, и большинство из вас говорит, я читал все ваши сообщения, все ваши комментарии, даже если они короткие совсем, и я очень рад видеть, что люди практикуют, получают пользу, чувствуют связь, поэтому мы это все делаем. Для этого. И, в принципе, большое спасибо. Мы увидимся с вами. Сегодня у нас четверг. Мы увидимся в следующий вторник, в то же время. И также я хочу еще, чтобы вы все знали, у нас, как и прошлое воскресенье у нас будет беседа с Келланом о 3 вратах. Многие из вас, наверное, присутствовали, включались к нам. Было прекрасное интервью. И Келлан
является директор, невероятный человек, удивительный человек, удивительное существо, который из своего сердца он делает много невероятной работы, и он на основе этой организации, благодаря этой организации, «Трое брат», многие люди получили пользу. И также есть короткие видеозаписи, которые мы сделали в связи со школьным проектом, и мы учим этой медитации, простой медитации, такой в форме светской мудрости в школах от возраста 8 до 16 лет дети практикуют в школе регулярно, раз в неделю. Теперь они уже каждый день начали это делать. И все эти дети, естественно, реагируют на эти практики. И моя большая мечта – это суметь перенести эти практики, эти поучения в жизнь детей, в школы, в семьи, и заложить небольшое семя во всех вас. И, может быть, многие вы являетесь родителями, и вам эта идея покажется ценной, и может в каком-то... Я засеваю такое семя во всех вас, и когда это семя когда-нибудь созреет, то вы сможете что-то сказать, чем-то поделиться, сделать какой-то вклад, принять какое-то участие. Я приглашаю всех вас, особенно если кому-то из вас интересно, я приглашаю вас посмотреть короткий документальный фильм, который мы сделали в прошлое воскресенье. Я думаю, что на моей страничке в Фейсбуке он тоже есть. Следующие выходные, не в эти выходные, а в следующие выходные у нас будет разговор с Александром Чаул, с моим близким учеником, который близко сотрудничает со мной уже долго, и он является директором исследовательского отделения Ligmecha International. Мы работаем также в Хьюстоне, в Техасе. Он возглавляет там совет директоров нашей санки Ligmecha в Хьюстоне. И он будет говорить о множестве различных исследований, которые делались в сотрудничестве с Ligmecha. И мы делали это в одной из самых больших больниц для больных раком в мире, в Хьюстоне. И вот опять-таки сила медитации, как она влияет на здоровье, на благосостояние, благополучие людей, и особенно люди, которые прошли химиотерапию. Это удивительная работа, вдохновляющая работа. Это означает, что мы видим, что гораздо больше мы можем делать, и это раскрывает различные двери. Я бы порекомендовал посмотреть также вот, я не помню, это в субботу или в воскресенье будет, но это не вот в эти выходные, а в следующие выходные. Итак, сегодня, все на сегодня. Большое спасибо. Все мои молитвы, любовь и благословения со всеми вами. Увидимся.